Когда бедный старик Михей работал на своем маленьком поле, его жизнь была наполнена тяжелым трудом и бесконечными заботами. Его руки давно покрылись мозолями, а глаза привыкли к суровым линиям небогатой жизни. Земля, что досталась ему от отца, едва кормила его и семью, и каждый день был борьбой за кусок хлеба. Однажды, копая землю, чтобы подготовить участок к посеву, Михей заметил среди земли несколько необычных камней. Они не были черными или грязными, просто выглядели иначе. Гладкие, блестящие в лучах солнца, словно впитали в себя свет самого дня. Сердце его забилось быстрее. Старик не был образованным человеком, но что-то подсказывало ему. Эти камни могут быть чем-то особенным. Он аккуратно собрал их и положил в мешок, намереваясь показать соседям. Люди в деревне удивлялись. Никто не видел таких камней раньше. Некоторые смеялись, считая, что это просто красивые камни, бесполезные и ничего не значащие. Но Михей ощущал в них надежду, ощущал, что это начало новой жизни. Прошли дни, и Михей отправился в ближайший город на базар, чтобы показать камни купцам и ремесленникам. Там один старый мастер, взглянув на камни под лупой, вскрикнул от удивления. «Это золото!» — сказал он. «Простое золото, чистое и редкое. Ты счастливчик, друг мой». Новость разнеслась по деревне, как ветер в поле. Михей не мог поверить своему счастью. Его сердце наполнилось радостью, но и тревогой. Как использовать это богатство во благо, не разрушив простую жизнь, к которой он привык? Прошли недели, а затем и месяцы с тех пор, как Михей обнаружил необычные камни на своем участке. Каждое утро он просыпался с ощущением, что впереди новый день, наполненный надеждами и возможностями. Теперь уже не просто бедный крестьянин, а человек, которому судьба преподнесла подарок. Возможность изменить не только свою жизнь, но и жизнь всех вокруг. Деревня, в которой жил Михей, была небольшой, но живописной. Узкие тропинки между домами были утоплены в зелени диких цветов и трав. Летом воздух наполнялся запахом липы и свежескошенной травы, а зимой снежные заносы покрывали землю белым ковром, заставляя всех вспоминать о тяжелых временах и искать утешения в теплых домах. Люди в деревне жили просто, много трудились и поддерживали друг друга. Бывали дни, когда разгорались споры из-за земли или воды, но в целом это было сообщество, где каждый знал своего соседа и старался помочь в трудную минуту. Михей часто вспоминал молодость, когда деревня была полной жизни и смеха детей, когда дома были крепче, а земля плодороднее. Его отец и дед были добрыми и честными людьми, передавшими ему любовь к земле и уроки честного труда. Но с годами все менялось. Засухи, неурожаи, разорения — все это постепенно вытесняло жизнь из этой маленькой общины. Теперь, с появлением золота, Михей стал источником вдохновения для многих. Его дом стал местом, куда приходили поговорить, посоветоваться, поделиться радостью и тревогами. Он научился ценить каждое мгновение, проведенное с соседями и друзьями, и искренне радовался, когда кто-то находил силы продолжать бороться. Каждое утро он начинал с обхода поля и рудника. Помощники трудились под его руководством, внимательно следя за безопасностью и эффективностью работ. Михей понимал, что золото — это не просто добыча, а ответственность. Он не хотел, чтобы богатство стало причиной раздоров или разрушений. Иногда, вечером, когда работа заканчивалась, он собирался у очага с соседями. Старики рассказывали истории из жизни. Молодежь делилась планами на будущее, а дети слушали с замиранием сердца. Михей часто рассказывал о своих находках, о том, как простой камень может стать символом надежды и перемен. «Помнить вам, — говорил он, — золото не в камнях, а в людях. В их вере, силе и желании идти вперед». Его слова трогали сердца.
Многие начали смотреть на жизнь иначе, не с отчаянием, а с ожиданием лучшего. Однажды в деревню приехали ученые и журналисты из города. Они приехали не только изучить золотые залежи, но и услышать историю Михея. Старик с гордостью делился своими открытиями, рассказывал о труде и трудностях, которые пришлось пережить. Один из журналистов спросил: «Михей, что вы чувствуете сейчас, когда ваша жизнь так изменилась?» Он задумался, глядя на звезды, которые медленно зажигались на ночном небе. «Я чувствую благодарность. За каждый день, за каждую улыбку, за каждую возможность. Богатство — это хорошо, но еще важнее — душа и сердце». В те дни Михей начал вести дневник. Он записывал в него мысли, планы, воспоминания. Это был способ не забыть, кто он есть на самом деле, несмотря на перемены. В одном из записей он писал: «Сегодня я увидел, как дети играют на поле, их смех наполнил воздух. В этот момент я понял, ради чего я живу. Не ради золота, а ради будущего этих детей, ради мира и счастья, которое мы можем построить вместе». Появление золота привело к новым вызовам. В деревню стали приезжать люди издалека, желая получить свою долю. Некоторые были честны, другие — жадные и бесцеремонны. Михей старался удержать баланс, чтобы богатство не разрушило душу деревни. Он организовал совет из старейшин и уважаемых жителей, чтобы принимать решения вместе. Это помогало поддерживать порядок и справедливость. С каждым днем Михей все глубже понимал, что его истинное богатство — это не камни, а люди. Они были его семьей, его опорой и смыслом. Однажды, прогуливаясь по лесу, он нашел старый заброшенный колодец. Он решил восстановить его, чтобы обеспечить деревню чистой водой. Работы были тяжелыми, но жители с радостью помогали. Вскоре колодец снова начал давать воду, и это стало еще одним шагом к возрождению их жизни. Золотые камни стали символом надежды, но самое главное — они пробудили в людях веру и силу. Михей гордился, что смог изменить не только свою судьбу, но и судьбы многих. И хотя время шло, а в его жизни появлялись новые заботы, он не забывал о простых радостях, звуках леса, пении птиц, тепле солнца и улыбках детей. История Михея — это история того, как вера и труд могут творить чудеса. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!